привет! Это быстрый гайд для новичков в Альбионе. Первым делом мы делаем что? Правильно создаем персонажа. Но здесь выбор небольшой, да это в принципе не важно, потому что с большого расстояния мы особо не будем различать, что там у нас за персонаж. После небольших манипуляций над созданием персонажа мы переходим к созданию имени. Говорю сразу, имя вы изменить больше не сможете, поэтому подойдите к созданию с умом. Мы появляемся на острове и начинается серия квестов. Они чисто ознакомительного характера, чтобы познать разные аспекты игры. Больше квестов в этой игре не будет, ибо мы вольны заниматься всем, чем хотим. Благодаря квестам мы научимся создавать предметы, собирать необходимые ресурсы, а также познаем дзен в борьбе с мобами. В этой игре важным аспектом является дерево достижений. Тут нет определенных классов и сборок, ибо ты являешься тем, что ты носишь. Вы быстро можете переодеть лук на магическую палку или одеться в танка. Главное прокачать эту ветку. Ограничения, конечно, есть некоторые в одежде, ибо если ты маг и оденешь шмотки на танка, у тебя не будет урона или отхила, и ты просядешь по мане. С тряпками, наоборот, ты будешь слишком ватным, и тебя могут легко убить. Ну а кожа что-то среднее, и не всем она подходит. Начнем с основных аспектов. Если же вы выбираете лук, вам понадобится 32 древесины. Если вам присмотрелся меч и щит, вам понадобится 20 слитков, 8 кожи и 4 дерева. На все это вам нужно будет одеть кожаный доспех и собрать на него 32 кожи. С одного непереработанного ресурса вы получите один переработанный. Если вы выбрали путь становления магом, то для него вам понадобится 16 дерева и 8 слитков на посох, и 4 дерева и 4 ткани на книгу. И соответственно из одежды вам понадобятся тряпки, на которые нужно 32 ткани. Для более полноценного управления персонажем как в PvP, так и в PvE режимах нам нужно зайти в настройки управления и сменить схему управления мышью на RTS-систему, а произношение заклинаний на кликах при нажатии на кнопку. Также необходимо снять галочку с режима боя, чтобы мы могли поднимать монетки и лут противников в любое время. В этой игре очень важным является и экономическая составляющая. После сбора необходимых ресурсов и крафта одежды мы подходим к продавцу и покупаем 3 осликов за 3 монетки. Все лишнее из инвентаря мы можем продать или выкинуть. Осторожно, у вас может быть перегруз, и двигаться вы будете намного медленнее. Но 5000 монеток, которые вы получите за каждого проданного ослика на континенте в дальнейшем, на начальном этапе вам очень помогут. После
пересечения круга на последнем этапе вернуться обратно нам уже будет невозможно. Поэтому будьте аккуратны и все, что вы хотите сделать, делайте до того, пока вы не пересечете этот круг. На континенте мы выполняем последние квесты, за которые мы получаем премиум на 3 дня, и советую его не тратить в начале, потому что он вам еще пригодится. Также мы подходим к продавцу и продаем наших осликов. Надеюсь, видео было познавательным, оставляйте свои комментарии и до новых встреч!